От пациентки добрый день, не знаю, правильно прикрепила. Сестра с апреля месяца заболела, началась одышка, температура, кашель, обнаружили теловоспаление, лечили, выписали, температура держалась 5 месяцев 37,5, далее в августе сделали КТ торакальный и пульмонолог сказали все нормально. Сейчас опять резкий скачок температуры, одышка, кашель, температура плохо сбивается, ставили кисту. Теперь подозрения на онко толком ничего не говорят. И мы уже ничего не поймем, месяц назад было нормально, а сейчас ужасы КТ показывает, мы уже не знаем, что дальше делать и какой диагноз. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 25 лет, дата исследования 28 сентября 2023 года. Область исследования: органы грудной клетки, представленные томограммой низкого качества, толщина среза 5 мм, фазы сканирования с контрастным усилением не представлены. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки легкие расправлены. В правом легком свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Пневматизация легочной ткани левого легкого снижена за счет массивного образования размером 40 на 60 на 81 мм, ВС-10. Контур образования бугристый, неровный. Просвет бронхов в данном образовании не прослеживается. Вокруг инфильтрации легочной ткани, общим размером 97 на 55 на 118 мм. В левом гемитораксе слой жидкости до 4 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено. Новообразований в нем не визуализируется. В верхнем этаже преднега средостения визуализируется инволютивно измененная ткань тимуса, размером 30 на 24 на 32 мм. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральной полости с правой перикардии не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сердце, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение КТ: картина образования воспалительного характера. Инфильтрации нижней доли левого легкого, левостороннего гидроторакса, замедленной инволюции тимуса. Рекомендовано КТ с контрастным усилением, консультация торакального хирурга. 30 сентября 2023 года к М. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: присланные томограммы низкого качества, их толщина 5 мм. Это очень много. Это резко снизило информативность исследования. Весьма вероятен вариант, что это просто ошибка записи или в кабинете КТ, или же когда вы формировали архив для передачи данных. Сходите в КТ, попросите новый диск или флешку и отправьте новый архив. Так, в целом, можно сказать, что в левом легком есть массивное образование, на мой взгляд, при данном качестве, это больше похоже на воспалительный процесс. Чтобы это прояснить, нужно сделать КТ с контрастным усилением, там уже точно можно будет сказать, что это.